Приветствую вас на канале Скользкая механика. Сегодня посмотрим, как устроен бинокль. Решил почистить старый отцовский бинокль. Заодно и посмотрим, что внутри. Итак, окуляр, куда смотрит непосредственно. Откручиваем. Просто фиксация, крышка. Выкручивается основной бинокуляр. Я его уже предварительно выкрутил. Оп. Состоит из одной линзы, установленной в цилиндр, и ответной, которая запрессована в корпус цилиндра. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Желательно стекла не трогать пальцами, конечно. По возможности попробуем это сделать. Вот такая линза. Двусторонне выпуклая. Со стороны окуляра менее выпуклая, с внутренней стороны более выпуклая. Здесь стоит линза с покрытием, просветленная для большего попадания света. На оптике обычно так делается, на хорошей оптике. Давайте установим обратно. Дальше. Это просто удерживающая плашка. Две штуки их на бинокле. Снимаем крышку. Нужно выкрутить конус. Это просто конус для расстояния, для фиксации расстояния передней линзы окуляра от основной банки увеличивающей. В сторону ее снимаем крышку. Здесь видим самое интересное, за счет чего работает бинокль, почему он короче, чем подзорная труба. Подзорные трубы они и телескопы всегда длиннее, чем бинокль. Бинокль работает, в бинокле реализовано уменьшение длины фокусного длины и с сохранением того же фокусного расстояния за счет использования зеркала. Давайте его достанем. Так фиксируется. Здесь отражатель. Это просто пластинка с черным покрытием, чтобы отражать попадающее изображение, картинку, свет. Вот непосредственно само зеркало. Призма. Угол 90 градусов для передачи изображения. Аккуратненько его сейчас положим. Вот, то есть, как это работает. Здесь покрытие зеркальное идет. Оно отражает. То есть, с одной стороны его видно. При преломлении видно другую сторону. Двустороннее покрытие. Здесь что мы видим? Основное зеркало, основная линза, которая принимает свет и изображение, которое мы рассматриваем, передает его через банку в зеркало, отражается на 180 градусов и попадает на следующее зеркало. Там стоит еще одно зеркало, также под углом 90 градусов. Сейчас позже попробую его тоже достать. Это зеркало направляет на еще одно зеркало. Получается, у нас изображение два раза перенаправляется на 180 градусов и попадает в ту же сторону, куда смотрит, то есть как будто бы это прямое прохождение луча света, но при этом с уменьшением длины между линзами.
Иначе пришлось бы эти линзы набирать в длину, и бинокль был бы очень большой длины. Вот. При попадании на последнее зеркало отражается непосредственно уже вот в наш окуляр, где мы, соответственно, и смотрим глазами. Такие дела. Бинокль гнется для того, чтобы компенсировать расстояние между глаз. У всех оно разное. И вот в некотором диапазоне можно регулировать, чтобы у вас глаза ровно посередине смотрели в окуляры. Сейчас попробуем добраться до переднего зеркала, посмотреть, как оно устроено. Есть. Достали переднюю линзу. Она также двояко выпуклая. Наружу более выпуклая, внутри бинокля более плоская. Так, до внутреннего зеркала мы с этой стороны не доберемся. Нужно снимать переднюю крышку. Есть. Да, тут такое же зеркало. Фиксируется также. Криво почему-то как-то. Очень жестко стоит там все это. Да, точно такое же зеркало. Все очень точно зафрезеровано. Точно сделано зеркало. И получается у нас луч отражается на 365 градусов. Буквой Z английской. За счет чего сокращается длина с сохранением фокусного расстояния. Такие дела. Сборку производим в обратном порядке. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте варежку вверх. В следующий раз разберем что-нибудь более интересное.